Всем привет! Я на Архизе в самом начале маршрута. Но обычно все начинают с поляны Таулу, а меня добросили местные чуть выше поляны. Это очень удобно, мне хоть завтра меньше подниматься. Вот где-то в лесочке тут я встала. Очень хорошее место, кстати, под палатку. Там вообще оно сухое, дождик идет. Он мелкий, но постоянный, все мокрое. Я прям под деревом встала. И там прям сухое место. Мне очень важно сохранить палатку сухой как можно дольше. Кипячу себе водичку для покушать. Время уже 7 час, уже темнеть начало. Сейчас темнеет рано. Сильно сегодняшний день вообще снимать не буду. И не снимала, в принципе. Потому что, мне кажется, в первый день ничего интересного такого не происходит. Никаких видов красивых нет. Вот такая пихта огромная защищала меня и мою палатку. Правда, все равно палатка вся мокрая. Видно, как она блестит от воды. Могло быть и хуже. Такая пушистая, огромная. Спасибо тебе, пихточка. Доброе утро, земля. Время 7 утра. Валялась. Проснулась, еще 6 не было. Думаю, что в такую погоду куда-то двигать. Все, отправилась я в путь, собралась. Даже время что-то не посмотрела. Я не торопилась. Переход небольшой, 7 с лишним километров. Там вон туманы такие красивые. Дорога такая грязная, каменистая, но идти более-менее. Пока нормально идет. Рюкзак, конечно, у меня очень тяжелый, Может, я еды больше взяла, чем надо. На всякий случай, аж не знаю, на сколько дней иду. Первый раз все-таки на Архиз. Кто его знает, какая непогода застанет или еще что в пути будет. Вот там в горах снег. Прям такого прилично. И красиво, и холодно, и мрачно. Вот так без конца джипы проезжают с туристами. Туристы смешные такие на джипах. Едут, кто пальцем тыкает, кто такими глазами смотрит, кто машет. Но никто не подбирает. Потому что, наверное, все переполненные едут. Что это? Редкость, что ли? Я не пойму. Тут все забрасываются, наверное. Одна я такая чапа. По крайней мере, сегодня нет таких, кто бы шел пешком. Даже налегке нет никого. Не то, чтобы с рюкзаком. Вот меня подобрали. Подписчица моя. Елена. Я уже думала, меня никто не подберет, а они меня вот подобрали, говорят, что подписаны на меня. В общем, нашла я место под палатку. А еще мне подарили сыр. Твердый сыр. Конечно, это лишний вес, но сыра у меня нет, поэтому я решила взять. Вот такая здесь река София. Я пришла воды набрать. Пока палатку поставила, замерзла что-то капец. Набираю вот водичку. Поговаривают, что с этой реки бывает травятся люди. Так что лучше кипятить. Пытаюсь костерчик поддерживать, но в то же время не палить сильно дрова, чтобы, может, вечером посижу, если дождя не будет, зефирку пожарю. Вот даже хорошо, что у меня сегодня такой лайтовый денечек. Я сил наберусь, высплюсь, отдохну. И завтра спокойно схожу в радиалку. Место красивое какое. Там вон с ледника водопады бегут, текут. Вообще так завораживает красота. Так интересно, береза растет. Надо же, как она приспособилась, так вот растет в сторону куда-то. И на фоне Софийских водопадов. Обалдеть, как красиво. Еще солнышко подсветило. Супер. Вообще картинка. Просто чудо. Как же тут хорошо. Людей очень мало.
Возможно, из-за погоды или время года такое. Единственное, мешают мотоциклисты, которые там по горе ездят, шумят. Но время от времени тихо становится и прям вообще класс. Солнышко то проглянет, то спрячется, водопады себе шумят, жизнь идет. Так хорошо. Вот такой отсюда вид, где я сижу. На таком бревне. Красиво. И вон туда смотрю, сижу, смотрю на эти водопады. Как они там стекают с этих гор. Я решила зефирку сегодня не жарить. А то у меня их мало, лучше сэкономить. У меня гречка с грибами и лучок. Потом еще цикорий попью. Я уже давно в палаточке греюсь. На улице уже темно. Холодновастенько, тут влажно у реки. Но вот в спальнике в этом очень тепло спится. Ни одну ночь, пока в нем не мерзла. Вообще такая довольная этим спальником. И матрасом, конечно же, надувным, который у меня вот такой. И с утеплителем внутри. Но при этом легкий. Вот. О своей снаряге я уже рассказывала в фильмах о Иргаках. Показывала там более подробно. Ой, не видно, короче. Хотела фирму показать. Потом, короче, в общем. В этих походах еще 100 раз увидите. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Время 7 утра. Ой, дубак вообще. Холодно. Ну, минусов вроде нет. Очень влажность высокая. Вся палатка опять мокрая, хоть и не было дождя. Я тут уже решила вместо зарядки по лесу прогуляться. Может быть, думала, согреюсь чуть-чуть. Грибов очень много. Очень. Просто я в них не нуждаюсь. А так можно тут на грибах, по-моему, жить. О, какой грибок нашла. Классный. Я такой, когда с большого отхача спускалась, видела. Как будто кораллы. Красотища какая. А вот мухоморчик. Мышками поеденный. Дрявенький весь. Вон она, моя палаточка. Стоит вся мокрая. В ине, в морсике. Морось. И даже трава вся мокрая, все мокрая. Зато мои дрова, походу, сухие. Они там подсохли на углях. Вот такое утро здесь. Пока никого нет, тишина. Никаких туристов, никаких джипов. Коровы только мычат. Все. И карасик тут на палатке сидит. Мокнет. Они, наверное, замерзают за ночь, а потом днем оттаивают. Весь в капельках такой. Ничего так с утра не бодрит, как ледяная вода в реке. Ужас, как холодно. Руки ломит сразу же. Зато сразу просыпаешься, сразу бодрячком такой. Видно, как от палатки испарение идет. Уже частично солнце ее начало пригревать. Прям пар идет такой. Что-то я решила в палаточке покушать и приготовить. У меня овсяная кашка
сушеными ягодами и орешками. У меня цикорюшка с кедровым орешком. Потом я еще туда сгущеночки добавлю. Сгущенка, 3 конфетки, хлебцы и сушки. Вот такой у меня завтрак. Время 9:25. Я отправилась в радиалку. Хорошо, что я вчера вечером сюда прогулялась и поснимала немножко. Сегодня уже другой совершенно вид, потому что раннее утро, и солнце освещает эту скалу с водопадами, и цвет совсем другой. Вообще, я так подумала, что туристы очень много теряют, которые приезжают на джипах и идут сразу к водопадам, они идут по низу там. Получается, они близко к скале идут, и они не видят со стороны вот этих видов. Я-то, получается, напротив сейчас, на горе. А я хочу вот пройтись по хребту до Софийского седла, там еще видовка будет. И потом уже на обратном пути через все эти водопады пройти. Че, коняка? А, коняка. Ой, мне их так жалко. Их ноги вот так вот перевязывают, чтобы они далеко не убегали. Это же ужас. Это такой ужас. Да, маленький. Иди сюда. Маленький, хороший. На такой красоте живут, гуляют. Такие горы. А ноги связаны. Нормально и не разбежишься. Красивая картинка такая. Вообще нигде нет людей. Даже мотоциклистов нет. За счет этого такая тишина. И знаете, на солнце стало прям жарко. Думаю, даже кофту снять. Уже жалею, что я в теплых штанах. Но знаете, погода здесь очень переменчива. Жалеть не стоит. Потому что может показаться жарко, а потом бабах, и град пойдет, снег пойдет. И я не буду жалеть, что я в теплых штанах. Вот разве это не сказка? Так всегда рада, что я могу это видеть, могу здесь присутствовать. Видеть эти горы, пасущихся лошадей, водопады, жаркое солнце чувствовать на себе. Фу. Поднимаюсь в довольно крутую гору. Столько уже преодолела. Вот там, где коровы, это еще не низ. Это тоже гора. На нее надо было подняться. Сначала я на нее поднялась, теперь уже сюда поднялась. Вот такие виды отсюда. Просто шикарные. Нереальные. Что-то тут такой прям крутой подъем. Высота показывает что-то 2300 или 2400.
же красота! Так близко, кажется, можно рукой достать. Малый Софийский водопад, это вот этот. Его еле видно, но он там есть. Кстати, вчера почему-то он больше был. Вчера вообще все водопады были помощнее, чем сегодня. Вот. А большой Софийский водопад, типа вот этот, к которому все ходят. Там аж он тройной такой. Но по мне, вот этот самый мощный в середине. Он такой прям мощный от самого верха. Бежит, вот. Прям с ледника. Такими огромными струями стекает. И вот он идет. Такой мощнейший. И вот не знаю, отсюда прям вот кажется, что можно искупаться в нем. Но не знаю, наверное, там очень холодно и скользко, и мощно. В общем, когда дойду, посмотрю. И главное, чтобы еще людей не было. Ну, а искупаться — это же моя страсть в таких местах. Очень хочется. Сегодня был утром такой дубаринов, что я думала, какой там купаться, ё-моё, хоть бы выжить вообще. А сейчас на солнце жарко, я даже в футболке потею, потому что в гору иду. Короче, подъем в гору где-то, вроде как от лагеря, если считать, 4 с чем-то километра до самого верха. Я еще не поднялась. Ой, какая красота! Просто нереальная. А я тут брусничку по дороге собираю. Брусничка растет. Она уже такая спелая, вкусная. Да еще с такими видами. Просто шикардос. Я почти наверху, мне еще чуть-чуть осталось подняться. Здесь наверху брусники больше и крупнее. Я поела, конечно, немного, но что-то побаиваюсь ее есть, потому что тут лошади ходят, много лошадей. Сзади какая красота, да? Гора и облако так зависло, здорово. Вот я и дошла до видовки. Ура! Я поднялась этот подъем 4 с лишним километра, ё-моё! И тут такой вид, такие горы. Вот эти горы тоже такие интересные, они прям очень крутые, отвесные. И на них деревья растут таким узором прям. И над ними такие облака красивые, как нарисованные. Небо синее, облака такие пушистые. Ну и вот эти, конечно же, горы тоже красивейшие, со снегом. Вон там и снег, и облака. Ой, вот эти тоже очень красивые, у них такие прям пики острые. И снег лежит посередине. Позади меня вот облако зависло такое огромное, пушистое. Здесь высота примерно 2600 метров над уровнем моря. Это прям прохладно. Думаю, кофточку надеть. Вот я и дошла до Софийского седла. Тут какая-то памятная табличка. Здесь и вот здесь еще какая-то. С каким-то черепом, что ли, или что это такое.
Да, сдалека похоже на череп, еще и на черной табличке. А это узор какой-то. Просто здесь погиб кто-то. Грехова Алена. 92-й, 18-й. 26 лет всего. Вот вторая табличка. Вот это седло называется, видимо, потому что тут как седловина такая вот. Между скал. Между гор, между скал. И сейчас мне надо понять, как мне к водопадам спускаться. Вот так гибнут люди везде, понимаете? И в таких горах. Вот здесь же вот вроде как недалеко, да, от людей. Тут же внизу ферма ледниковая, вроде как людей много. А как человек погиб, не написано же. Совсем молодая девчонка. Так что везде опасно, везде опасно. Но это же не значит, что надо закрыться дома и носа не высовывать. Тогда бы я не увидела этих красот. Я считаю, что это того стоит. И даже если я когда-то где-то погибну в горах, или там меня медведь загрызет, после смерти жизни, наверное, нет. Лично я в это не верю. Но если даже она есть, я думаю, я не буду жалеть, что именно так погибла, чем в какой-нибудь больнице или в койке, или дома, фиг знает сколько, болея и мучая родственников с собой. По-моему, приятнее умереть где-нибудь в горах или в тайге. Нашла тут такое укромное местечко. О, на сыпучих камнях. Зато тут тепленько. Солнышко светит. Кстати, камни вот эти такие интересные, они вот на такие слои. Прям пласты такие острые, черные. Делятся. Вот все такие камни слоеные. Еще насчет смерти в горах или где-то еще. Ну, вообще о походах. Вот мне многие пишут. Если не думаешь о себе, подумай о родственниках, там, о других. Так если всю жизнь о родственниках думать и бояться их оставить где-то, бояться, что они там из-за тебя будут страдать, что ты погибнешь где-то, так можно не свою жизнь прожить. И многие люди так живут, не свою жизнь, потому что боятся то, боятся это, кто как посмотрит, кто что скажет, а вдруг это, а вдруг то. И живут не свою жизнь, всю свою жизнь живут не свою жизнь. В детстве я была своеобразным ребенком, и я вот именно своей жизнью жила. И влетало мне, и попадало мне, и ругали меня, и пытались сломать, но бесполезно, ничего не помогало. И я жила свою жизнь. И это не значит, что ты ни о ком не думаешь. Если ты идешь в горы, если ты увлекаешься с каким-то своим увлечением, занимаешься каким-то своим хобби. Вот кто-то вязание любит, вы же вяжете, да, это же не значит, что вы о других не думаете. Ну да, оно более безопасное вязание, чем хождение по горам. Но это тоже увлечение, это жизнь, это хобби. Для меня лично это больше жизнь, это моя жизнь. Мне нравится ее проживать вот именно так. Кстати, хотите лайфхак покажу от меня? Вот у меня, видите, на термосе вот такой чехольчик красивый с белыми медведями. Покупаете обычный махровый носок, выбираете покрасивший. Есть, кстати, махровые носки без пяток, вообще идеально, но у меня с пяткой. И все, надеваете на термос, и у вас супер чехол на термос. О, сколько тут еще снега. Много. А вон уже виднеются водопадики. И куда-то туда. Вон они. Я вижу, что там есть тропа. И что-то я вижу, что там даже есть, по-моему, люди или это лошади. Вот этот, кстати, снежник вообще отмечен на карте как небольшой ледник. Вот. Так что это даже ледник.
Вот эти горы я прошла. Вот оттуда с лагеря, вот так вот поднималась по верху, по вот этим верхам. И все вот так прошла. Но тут не видно седло, откуда я спустилась. И вот там туристы, вот эти, которые мне встретились, я им посоветовала прогуляться этим же путем. Не знаю, пойдут, нет. Может, они пройдут кругом. Я им сказала, что пройдете, не пожалеете, потому что с той стороны, с той горы очень хорошо эти водопады видно. Совсем другой ракурс, другой вид. Такой папоротник уже красивый, яркий такой. Ой, вообще такой становится необычного цвета. Прям краска. Это вот для художников можно рисовать очень красиво. Всяких цветов. И зелененький, и желтенький, и коричневенький. Красотища. Ну вот я почти подошла к малому Софийскому водопаду. Ну слушайте, отсюда он не кажется малым. Такой приличный. А что ж тогда там меня ждет дальше? Обалдеть. Пойду поближе подойду, посмотрю. Обалдеть, ну он прям мощный. Туда даже и встать-то страшно. Наверное, когда упадет. Обалдеть. Представляете, как я сейчас замерзла вообще. Капец, меня так трясет. Вода леденющая. Сильно прям бьет, как будто в тебя иголки такие втыкают. Ой, меня трясет, капец, как холодно. Я вся замерзла, пока я еще там отжалась, пока я оделась. Еще только я вышла с водопада, и туристы подошли. Зато я рада, что я искупалась. Пусть даже в малом водопаде, но я искупалась в Софийском водопаде. Я молодец. Я собой горжусь. Отсюда какой красивый. Несколько каскадов у него. И вот его продолжение. Вот следующие водопады. Сразу несколько. Вот этот, по-моему, самый мощный, который я показывала. Но я могу ошибаться. Но в этих водопадах и не искупаешься. Тут к ним сложно подойти. Вот с этого ракурса тоже интересный вид. Тоже в несколько каскадов водопад.
И уже внизу все такое осеннего цвета, красиво так дополняет. И вот еще один. Вот этот вот самый мощный, шикарный. Не, здесь вообще нереально искупаться. Там просто под ним не встанешь никак. Не, самый мощный это вот этот, я поняла. Вот этот самый мощный, посередине который. Вообще мощнейший. Я даже не представляю, как я еще там переходить буду. Я же все эти водопады, получается, по воде практически перехожу. Ну, по камням прыгаю. Все равно. И очень-очень холодно. От этих водопадов дует, брызгает. Я очень окоченела, капец. Хорошо, что я там решилась искупаться, потому что дальше я бы просто не решилась искупаться. Просто я вся уже околела. И чего у него сброс воды какой мощный. Вот в таком не покупаешься. Прибьет. Снять хоть себя на фоне водопада. Штатив не хочу ставить, холодно. Совершенно не знаю, где перейти. Там, где тропа показывает, там вообще мощная вода, невозможно перейти нигде вообще. В общем, я прям вот здесь по бурной вот этой реке по камням перешла, вся вымокла. Кое-как удержалась. Вот здесь уже нормально перешлось. О, какой осенний пейзаж-то, какая красотень отсюда. Ой, в общем, капец. Вся перемокла, перемерзла. Уж не думала, что этот поход будет таким, радиалкой, что вся так позадубею. Но я подозревала, что если я залезу в водопад, что я замерзну. Ну что не настолько. Я прям очень замерзла, у меня руки сильно вон красные. Замерзли. Я сейчас еще воду, получается, рукав намочила. Переходила, когда этот водопад. Потому что там просто его негде переходить. Он слишком мощный. Капец. Хорошо, что у меня штаны из такого материала, который отталкивает воду. Он чуть-чуть намокли. И ботинки не промокают. Чувствуется холод, но, по-моему, у меня ноги сухие. Сверху кажутся мокрые, но внутри они сухие. Это милитовские ботинки. Я их уже в Виргаках хвалила. Мне очень нравится. Единственное, гамаши мокрые, намокли. Вот они у меня не от дождя. Это я уже приближаюсь к большому Софийскому водопаду. Подозреваю, что вот это он. Здесь вода внизу прям голубая. Видно, что голубого цвета. Вот, наконец, я и подошла к большому Софийскому водопаду. Я поняла, почему он большой, потому что у него несколько струй падает. А так там были те более мощные. Ну и тут уже туристы. Много их. Именно к этому водопаду больше всего туристов поднимается. Туда уже ходят единицы дальше. И то сегодня я встретила несколько человек. Вот это самый большой Софийский водопад. Вот я прошла все водопады.
теперь путь в лагерь будет. Шмелик, походу, замерз. Спит в цветочке. Как красиво уже снизу-то смотреть. Все такое осеннее, желтоватое. И водопады. Прям радует глаз картинка. Яркая, красивая, насыщенная. Кстати говоря, спуск тут такой довольно крутой. И каменистый, камни огромные. Где-то огромные, где-то маленькие. Но, в общем, не такой уж легкий тут подъем. Молодцы туристы, что поднимаются вообще к этому водопаду хотя бы. Я смотрю, идут и с детьми совсем маленькими. Некоторых уже на руках тащат. Бедные, устали. Ну, это геройство, это геройство. Молодцы. Не знаю, передаст ли камера, но тут уже под конец полегче спуск. Гораздо ровнее, положе. И вот такой вот вид классный. Вот, а там подъем-то по таким каменюкам. Ну я уже прошла, тут не видно будет. Короче, жесткий такой подъем. Я тут, можно сказать, прямо у самой тропы. Вот на такой камешек села. И решила еще чаечек попить. Куда мне торопиться? У меня еще весь вечер впереди. Что-то такие тучи везде ходят. Прям аж страшно. Прям похолодало нормально так. Ой, не хочу я дождя. Не хочу дождя. Не хочу холодно, не хочу мерзнуть. О, грибок где вырос. Прямо из дерева. Прикольно. В окошечке такой сидит, выглядывает. Ну вот моя палатка, вот мой дом родной. Пришла я наконец. Весь мой сегодняшний маршрут занял 6,5 примерно часов. Это с залипаниями, там с чаем, с купаниями, со съемкой, неспешным шагом. Вот. И километраж, примерно около 11 километров. Но если еще учитывать то, что за штативом, там я не сильно много раз бегала, может там 11,5 где-то я прошла. Такие дела. Неспешным шагом прогулка. Самое сложное это было по жаре подниматься в гору 4 с лишним километров. А так маршрут легкий, доступен всем. Еле-еле успела за водой сбегать, уже под дождем. И дождь пошел. Только порадовалась, что палатка просохла. Она такая с утра была мокрая. Все, она уже опять вся мокрая. Дождь идет. И костер наломался. Даже если сейчас дождь прекратится, дрова-то все промокнут. Ой, я думаю, иду радуюсь. Думаю, костра посижу сегодня. Тыры-пыры, растопыры. Как же мне все-таки повезло, что я успела маршрут сходить. Дождь льет и льет. Сейчас вообще прям сильный такой пошел. Правда, не знаю, чем заняться. Время 5 часов вечера. День через часик поужинаю. И буду, наверное, валяться. Что делать? О! Жесть! Там ястреб сидит. Или сокол, не могу разглядеть. Только что пролетел. О, все. Вышла по малой нужде. Только-только дождик закончился, еще так чуть-чуть капает. Все опять мокро.
Просто трындец. Небо все затянуто. Сейчас посветлее стало. Я до этого выходила, прям черным-черно все было. И вот потом вот такой дожди наливанул сильный. Вот там вот тоже все черное. Туристы все поразбежались. Дождика испугались. Я бы тоже испугалась. В общем-то, ничего не меняется, только это уже утро. Доброе утро, земля. Я вчера что-то поужинала, припухла и все. Мне уже не до съемок было. Всю ночь лил дождь. Сейчас все утро льет, уже 9 час. Я проснулась еще в 6 утра не было. Дождь все льет и льет. Я валяюсь, что делать. Сижу вот так вот в палатке, собрала уже рюкзак практически. И сама собралась. И жду, выходила на улицу, там вообще просвета нет, дождь льет и льет. Переход надо хоть как делать, не знаю даже, что делать. Вот сижу, думаю, может еще полчасика подождать, может хоть что-то лучше станет. То усиливается, то меньше, все затянуто, туман, вообще ничего не видно, просто трындец. Переход небольшой, но я не ходила там никогда, я не знаю, что меня ждет. В общем, я вышла, еле собралась, дождь так и идет. Надо вот эту реку перейти, я не знаю, где ее переходить. Короче, она вообще разлилась. Там вот бревно есть. Оно очень-очень скользкое. Все мокрое. Я до середины почти дошла. А там к концу оно уже. Я повернула назад. Боюсь соскользнуть с него. Больше травмироваться боюсь. Короче, буду сейчас обход где-то искать, чтобы ее пройти как-то. Ходила кругами. Дожди льют без конца. Вода разлилась. Вообще перейти просто негде. Я разулась, пойду бродить босиком. Снимать я это не буду, мне не камильфо туда-сюда за штативом возвращаться в такую погоду по ледяной воде, острым скользким камням. И дела. Вот так, ботинки повесила, короче. Сейчас по ледяной воде буду как-то потихоньку идти. Страшно, жуть. Потому что рюкзак тяжелый, вода ледяная, камни скользкие. С огромным трудом реку перешла. Очень ноги больно и очень прям холодно. Аж пальцев не чувствую. Зато дождь заканчивается, такой мелкий-мелкий. Вот такие туманы. Погода, конечно, трындец. Ладно, хоть дождик заканчивается, надеюсь, не будет больше сегодня поливать. Такие у меня ноги красные. Пальцы аж некоторые не чувствую. Уж никак не думала, что я в начале пути меня вот такое вот ждет, что я не смогу реку перейти. Это капец. Реально там бревно прям очень скользкое. 2 раза пыталась перейти. Боюсь с рюкзаком рухнуть. Если бы я налегке была, я бы его спокойно перешла. С рюкзаком как-то страшно. Пришлось по воде. Очень крутой подъем. И такие камни. Камни и грязь. Скользко. Вот такая дорога. Вокруг такая красотень. После дождя, как обычно. Просто шикарно. Там вот водопады тоже льют. Здорово.
Просто нереальные красоты такие. А мне вон туда подниматься в гору, елки-палки. По-моему, там даже кто-то идет. Как красиво, туман там поднимается. Супер. Все-таки после дождя всегда так красиво. Уже такие краски осенние, красивые. Деревья цветные стоят. Там вот тоже туманы. Красота. А я что-то ела, вроде 2 дня-то стояла. Думала, радовалась. Вот, ела. Рюкзак легче. Такое ощущение, что он тяжелее. Палатка сильно мокрая. Представьте, сколько литров воды лишних я несу на ней. Вот эти все водопады называются Ак-Айры. Очень красивая долина. Мне нравится. Иду вдоль речки Ак-Айры, которая вытекает из водопадов Ак-Айры. Прям вдоль нее иду. И вид на долину такой шикарный. Ой, там ничего себе туманище. А я ползу и не вижу, что сзади-то. О, на подъеме кто тут ползет. Ой, какой прикольный. Слизень какой-то. Какая морда. Рожки такие. Красивый. Цвет у него красивый. Я иду в тумане, как ежик в тумане. Все вокруг заволокло. Все в тумане. Просто сплошной туман. Вот такие виды позади меня остаются. Вот по этому куруму я сейчас иду, поднимаюсь. Подъем вроде пологий, но высота не маленькая. И дышится тяжело. И вот туда мне еще подниматься на самый верх. Кстати, по-моему, никогда своим зрителям не говорила, что я сильно ковидом переболела до этого. Ну, давно уже. В каком-то там году. И после этого стала сильно задыхаться. У меня хорошо так легкие пострадали. Вот. И сейчас в горы, когда поднимаюсь, я прям сильно задыхаюсь. Поднимаюсь потихоньку, чуть-чуть поднимусь, стою, отдышиваюсь. Потом дальше поднимаюсь. И вот так все время у меня подъемы. Именно подъемы очень тяжело даются. Фу. Вроде как 200 километров осталось. Все время подъем. Высота будет наверху, вот когда я поднимусь, если верить карте, потому что я не сильно-то умею высоты смотреть. 2880 вроде бы. Там кусты такие красивые. Яркие такие цвета. Дождик начинается. Ну это вообще капец. Я еще не поднялась. Дождик, давай не надо. Вот такой красивый рододендрон.
уже желтеет. И вот такая кошмарная погода. Дождь, туман, холодно, ветер. Просто жесть. Дождь все-таки пошел. Он, правда, не сильный, не проливной, но идет с ветром вместе. Вон они, те два туриста. Мне кажется, они налегке. У них какие-то легкие, совсем маленькие рюкзачки. Видимо, они в радиалку, что ли, пошли. Так вокруг такой туманище. Все поднимаюсь и поднимаюсь. Все время поднимаюсь. Ни одного спуска еще не было. И вот 460 метров осталось, типа где-то там Софийское озеро. Где оно там прячется, непонятно. Короче, что меня ждет? Вот эти последние метры, оказывается, вон туда в гору надо. Эти двое туристов налегке-то еле идут. Я их постоянно догоняю. А я с таким рюкзаченным рюкзаком. Короче, перевал называется Иркис. Что-то там метров 300 всего. Ну просто ломить вот так надо. Блин, жопа. Просто трэш. Такой крутой подъем. Я уже задолбалась подниматься. В таком вот туманище просто. Кажется, до верха чуть-чуть осталось, а тут самая жесть. Просто вот такая жесть. Ничего себе, тут высота какая. Сколько я поднялась. А вон там такая красотень. Солнышко выглянуло. Ё-моё. А тут дубак. Я поднялась. Господи, какая красота. Жесть. Первый раз в жизни вижу такой вот цвет озера. Просто нереальный цвет. Погода просто жопа. Я наконец поднялась этот перевал, перевалище. Поднялась этот подъем в 4 километра. Просто жуть. Я еле доползла. Но я это сделала. Теперь еще как-то надо спуститься туда. Оставить облаги, пока дождь не пошел. Я уже замерзла и есть хочу, пить хочу, все на свете. Тут спуск вот такой. Просто укатиться можно. Нереально крутой. Просто ужас. И тут вот двое туристов, которые просто в радиалку пошли, которых я все догоняла и вот догнала. Они меня немножко поснимали. Думала, там спускаться придется по этой жопе, а тут, оказывается, тропа есть, она влево уходит. Ну, тоже скользко, но получше, чем там. Короче говоря, очень холодно. И тут пара мне тоже встретилась, которые ночевали. Они, наоборот, в обратную сторону идут. Они сказали, что вообще народу нет никого, они одни стояли. Я такая радостная из-за этого. Но говорят, что вот эти вот туристы говорят, что тут ночью до -4 ощущается. Что-то это прям холодно очень. Ну вот это озеро просто нереальной красоты. Как жалко, что дубак такой, я бы искупалась. Но нет, я, наверное, в такой дубак точно не решусь. Я просто здоровья лишусь. Вон там еще озеро. И вот здесь еще озеро. Оно тоже, кстати, голубое. Просто плохо видно. Дошла от того озера к этому маленькому. И буду здесь палатку ставить. Вот хочу вот тут вот поставить. Тут ветер, капец как холодно. И вот тут одна палаточка стоит, какая-то она странная. Ее уже там ветром всю поддуло. Как будто никого нет. И вещи вот там вот лежат некоторые. У меня пальцы не слушаются снимать. Вот. Под дождем. Как-то это ненормально. В общем, мне аж как-то не по себе. Надеюсь, чел вернется. Может, он в радиалке просто. Дождь опять начинается. Палатку быстро ставить. Очень холодно. Снег пробрасывает. Меня всю трясет. Я кое-как поставила палатку. У меня пальцы просто вообще не слушаются. Они красные.
Мне вообще реально не до съемки, потому что я пыталась там что-то поснимать чуть-чуть, но у меня руки не слушаются. Я даже телефон не могу включать. Руки вообще красные, не слушаются. Сейчас пытаюсь тут в палатке как-то обустроиться. Прям затащила просто рюкзак. Она вся мокрая. Я же ее мокрую собрала. Сходила за водой. Еще не сходила, но вот уже набрала. И тут турист быстроход пробегал радиалкой. Потому что тут вообще никого не стоит. Вот эта палатка, которая тут, она какая-то страшная, мрачная. Она тут, походу, давно. Что-то случилось с кем-то. То ли эвакуировали кого-то, то ли, может, где-то человек в радиалку ушел и пропал. Фиг знает, сколько палатка стоит. Почему-то вещи вытащенные все. И вот этот турист, который пробегал, я ему рассказала, потому что мне одной страшно заглядывать, мало ли там вдруг труп. Мы, короче, заглянули, она пустая. Странно, очень все странно. И как мне ночевать здесь, я не знаю. Мне спокойнее, когда вообще никого нет, чем вот так вот. Это у меня первый раз такое. Прям реально страшно. Не знаю, что делать. И очень-очень холодно. Прям мега дубак. То град идет, то снег идет, то дождь идет. В общем, не знаю, что меня ждет. Я не знаю, что с погодой. Просто вообще как Сибирь дубак. Вот там вот я воды набрала с этого водопадика, которая вытекает с этого красивейшего озера. Может быть, завтра я его еще сниму. Вот. И вот вещи, которые из этой палатки странной. Они, короче, спальник вообще мокрый. Видно, что он какой-то простяцкий. Все так завернутый под дождем мокнет. И фиг знает, сколько оно вообще здесь уже находится. Просто реально страшно. И вот она палатка. Получается, моя не так уж далеко стоит. Бррр, короче. Вообще, что за жизнь. Я что-то к ней даже подходить боюсь. Хоть мы и проверили, что там нет никого. Вот так вот она вся уже ветром. Я не знаю, каким макаром ее тут растянули. Ну, где-то вот камнями. А тут вот за что держится, непонятно. Как ее ветром еще не унесло. Походу унесет когда-нибудь. Вот так вот что-то все раскидано. Какой-то полиэтилен. Видимо, человек, может, спасаться пытался как-то в этой палатке. В общем, не знаю. Короче, даже думать не хочу. Что за хрень. И вот так моя стоит палатка. Конечно, красиво. Озеро, все такое. И вон там за тем камнем еще какие-то шматье какое-то есть. Просто нереально дубарина, такой витрина. И я сейчас еще буду растягивать палатку, потому что просто боюсь, что ночью ее может просто вместе со мной сдуть. Град идет со снегом. Озеро вообще красивое. Оно тоже бирюзовое такое. Вон оно даже видно. Уже темнеет. Становится мрачно. Еще и в такую погоду, еще и с непонятной палаткой. Вообще мрачно и страшно как-то. Жутко вообще. Я не знаю, как я тут ночь пробегу. Реально как-то страшно. Кстати, вещи женские. Вот розовый какой-то шарф. И там какие-то красные шмотки. Короче, женские вещи. В такую погоду можно реально в горах умереть. Непонятно же, что с человеком вообще случилось. Я вообще ничего не снимаю, потому что из-за холода меня все трясет, руки не слушаются. Ничего не снимаю, как я за водой хожу, все это делаю, как я палатку тут в холод ставила, растягивала. Я это ничего не снимаю, потому что просто мега холодно. Время почти 6 вечера. Я сегодня вообще даже не перекусывала с самого утра. Всю дорогу шла, в желудке урчала. Думала, приду, поем. Что тут пока все это делала, уже время почти 6. Вот прям в палатке готовлю, открыла тут специально, чтобы не угореть. Кипячу воду и сушу перчатки. Пока растяжку везде делала, тут же только с помощью камней можно растяжку сделать, чтобы палатку не унесло ветром. Вот, потому что тут колышки негде воткнуть, камень везде. И все перчатки вымочила. И вот уже второй котелок грею воды. Первый себе там цикорий налила, заварила гречку с грибами. И вот второй грею, чтобы в термос залить, чтобы горячая вода была. И вот за 2 захода перчатки уже почти высохли. Нравится мне, что у этого спальника можно вот так вот сделать рукава такие. Ну, короче, застегивается сверху. И можно как пуховик его надевать. В общем, время 8 час, уже вообще полная темень. Там идет то ли дождь, то ли снег, то ли град, то ли все вместе. Не знаю. Выходить, короче, не выходила.
уже поджимает в одно место сходить, но мне что-то как-то жутко. Мерещатся какие-то голоса. Естественно, может они мерещатся, а может туристы пришли, пока я тут в палатке сидела. Короче, не знаю. Я тут музыку врубала, чтобы мне не так страшно было. В общем, первый раз в жизни мне в походе страшно. Все из-за этой палатки, потому что у меня такого не было никогда. Непонятная какая-то ситуация. Вообще не по себе.